Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такую юлу, как задекорировать заготовку, чтобы у вас получился вот такой результат. И, конечно, покажу вот такой оригинальный низ. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится сама заготовка. Она у меня из двух половинок пластиковая. И, как многие пишут, 8 сантиметров диаметр, но здесь чуть больше, 84 сантиметра, ой, миллиметра диаметр. Буду использовать вот такой золотой красивый бархат, корейский, брала у Виктории. Номер точно не помню, если кому надо, можно уточнить. Также буду использовать другие материалы, но в процессе работы буду все показывать и рассказывать. И, конечно, называть размеры. А сейчас приступим. Обрабатывать сегодня заготовку я не буду способом, который обычно делаю с шарами. Каждую сторону, каждую часть заготовки я буду обрабатывать отдельно и затем склею. Мне понадобится колпачок, он у меня 10 миллиметров, лента 3 миллиметра, здесь у меня 21 сантиметр, это для вешалки. И кисточка, кисточка у меня 8 сантиметров. И пока у меня нагревается пистолет, мы с вами подготовим вешалку и саму заготовку. Я беру вешалку, складываю красивой петелькой, просовываю через колпачок и делаю узел. Сегодня урок будет подробный, так как появилось много-много подписчиков новых. Я очень рада, поэтому все буду объяснять. И вот такая петелька у нас получается. Заготовка у нас состоит из двух частей. Часть, которая вот здесь ровно, нету выемки, оставляем. А вот эту часть, вот эту выемку нам надо отрезать. Можно воспользоваться какими-то кусачками. Можно просто взять ножницы и вот так по краю все это дело обрезаем. Очень хорошо обрезается. Вот, посмотрите. И продолжаем по всей заготовке. И когда мы все откусили, берем грубую пилку или наждачную бумагу и все это вот так спиливаем, все выравниваем абсолютно по всему краю. У нас получились две одинаковые заготовки. И будем обтягивать бархатом. Бархат я прямо подрезать его не буду. Буду использовать прямо с отрезка. Но здесь главное учитывать направление ворса, чтобы он смотрел вниз. Потому что вы будете две половинки как бы делать, чтобы не получилось, что на одной стороне ворс у вас смотрит вот так, а на другой вниз. Я начну это делать с верхней стороны. Можно с нижней, как кому удобно. У меня уже настолько рука набита, что я уже начинаю, можно сказать, с закрытыми глазами. Примеряю примерно, сколько мне надо ткани. И вот здесь, так как у меня просто кусочек, все равно я его использовать буду. Сначала подклеиваю вот здесь. А я вот этот хвостик оставляю, так как на него потом посажу вот эту вешалку. Подклеила. И теперь с одной стороны вот здесь подклею. Размазываю клей. Вот так прямо вовнутрь все натягиваю. И с другой стороны. То, что здесь образуется складка, ничего. Сейчас мы ее выправим. Теперь я беру, сильно натягиваю. Так, отклеилась, отклеилась. Вот. Не дала закрепиться. Еще раз делаем. Все должно обязательно закрепиться. Так, здесь сейчас лишнее подрежу сразу. Все у нас закрепляется. Теперь я сильно-сильно натягиваю низ. Вот таким образом. Раньше я начинала снизу, сейчас сверху. И подклеиваю вверх. То есть низ. Вот таким образом. И вот у нас уже тут никаких складочек, ничего нету. Также даем закрепиться. И сейчас начинаем с двух сторон. Как вы видите, я даже не отрезаю ничего. Вот эти остатки я потом буду использовать для листочков. У меня есть в голове вариант композиции.
И вот эти все кусочки я никогда не выкидываю, они у меня потом, я могу их использовать для чего-то другого. Вот я с одной стороны подклеиваю и сразу подклеиваю с другой стороны. Как бы равномерно все распределяю. Вот таким образом. Ну вот, продолжаю работу. Вот, теперь тут. И вот так сильно все утягиваю, пальчиками прижимаю. И вот вы видите, как все у нас аккуратно получается. Так что насчет композиции. Чуть позже у нас будет осенняя композиция. И вот из этого бархата я буду делать листики. Покажу вам свой вариант, какие листики можно сделать из остатков бархата. Вот одна часть у меня уже, видите, одна сторона подклеена. Все очень ровно. Давно у нас не было именно заготовок из двух половинок в такой обработке, поэтому я сегодня решила именно этот вариант показать. Ну и вот у нас получается все просто идеально. Помним, что бархат именно вот этот должен у нас смотреть ворс вниз. И на второй заготовке точно так же. И все, теперь вот последнюю часть я все затянула вовнутрь. Так, сейчас маленькие ножницы найду. Вот они. И вот смотрим, все ли у нас подклеено. Вот здесь у меня чуть-чуть не подклеилось. Подклеиваем. Вот таким образом. И сейчас все лишнее отрежем. Чтобы не утяжелять игрушку, я прямо беру и вот так все лишнее отрезаю. Именно этот способ обработки был один из первых, который я показывала на канале. Еще как бы когда я начинала елочные игрушки 4 года назад. Вот что у нас получилось. Идеально. И также обрабатываем вторую часть. На одну из частей клеим вешалку. Я наношу клей. Узелок клеим внутрь, чтобы он оставался внутри. И прижимаю, чтобы клей быстрее высох. Кисточку я буду декорировать бусиной. И чтобы продеть, я просто беру и складываю. Это у меня леска. Одеваю в бусину. Вот таким образом. И также я решила декорировать филигранью. Вот такая филигрань, она идет 25 на 25. И ее я также одеваю на леску лицевой стороной вниз. И у меня получается вот такая конструкция. Здесь я делаю узел и спущу его, можно сказать, под самый низ кисточки. Оставляю буквально там 3 миллиметра. Так, еще чуть-чуть ниже. Вот один узел, и также вот здесь делаю второй, чтобы лучше все это держалось. Второй узел, и тоже его спускаю вниз. Так, не получилось. Вот таким образом. Чтобы он был побольше и был внутри игрушки. Вот у нас получилось вот так. И теперь вот эту конструкцию я буду подклеивать вот сюда. Вот вы видите, узелок у меня прямо, вот он будет внутри. Беру клей. Лучше это делать на одной половинке. Так, натяну и сразу вот подклеиваю. И даю закрепиться. Теперь я беру 2 половинки, совмещаю. Вот тут придерживаю пальчики, как бы придерживаю с одной стороны. И вот так щупаю, чтобы у меня не получилось, что одна сторона выше другой. Теперь я одну часть отодвигаю, но пальчики держу вот здесь. Немножко их в сторону, как бы, чтобы клей я не испачкалась, но придерживаю. И теперь наношу вот так полностью клей. И подклеиваю. Придерживаю вот тут и смотрю, чтобы у меня везде все было ровненько. И прижимаю, даю закрепиться. И теперь, если мне кажется, что где-то клей
вылез, я даю ему высохнуть и вот так ножницами выравниваю все. Конечно, стараемся, чтобы не подрезать бархат. И теперь я буду декорировать шов. Я использую вот такую красивую ленту. Можно использовать любую, можно с петельками, можно просто 5-6 миллиметров, что у вас есть. У меня вот по цвету подошла такая. Я беру универсальный клей, можно это делать также горячим пистолетом, но если вы не быстро это все сделаете, то как бы могут быть неровности, так как клей просто высохнет и вы не успеете его как бы все прикрепить. И вот я заправляю ленту под самый низ, под именно филигрань. Теперь я вот таким образом подрезаю чуть больше, чтобы заклеить все это в верхушку, чтобы хорошо держалось. И теперь полностью наношу клей на ленту, распределяю. Придерживаю и вот так одним махом я все приклеиваю. Также обрабатываем вот с этой стороны. И так как у нас декор предусматривается, что все будет делиться на 4 части, то сейчас я буду вот эту часть также делить еще на 2 части. Я беру опять ленту, снова наношу клей, распределяю и вот подсовываю вот туда под нашу филигрань. Придерживаю пальцем и отмеряю нужное количество мне ленты. Так, здесь тоже очень важно не подрезать вешалку. Так, если вы делаете это в первый раз, то, конечно, лучше воспользоваться иголочками. Вот мы берем иголочку и подкалываем вот таким образом, чтобы у вас все получилось ровно. Вот. Теперь я снова разворачиваю, наношу клей, и я знаю, что вот мне надо подклеить по краю иголочки. Наношу клей. Придерживаю нижнюю часть и вот так по краю иголки я все подклеиваю. И вот у нас получилось разделенное на 2 равные части. Также обрабатываем вторую часть. Теперь, когда у меня все стороны лента приклеена, я могу приклеить колпачок. Колпачок клеим не по горизонтальной, как бы я сказала, по ленте, а чуть-чуть поворачиваем, чтобы у нас вешалка смотрела на одну из вот этих частей, так как здесь у нас будет декор. Можно здесь любую. Так, я натягиваю вешалку. Немножко, так, забыла, немножко ее вот так расширяем, совсем чуть-чуть. И сейчас наношу клей вот так вот по кругу. Больше наношу клея на верхнюю часть, чтобы у нас ничего не вылезло. И подклеиваю. Вот, вы видите, вешалка у меня смотрит вот сюда. Подклеиваю. Сейчас здесь все горячее, поэтому я беру пинцет, пальцами не лезем. И вот так вот прижимаю. И даю закрепиться. У нас получается все чисто. Пока все у меня подсыхает, покажу вам еще одну новиночку. Она пока что еще в работе, еще не закончена, но я обязательно поделюсь, как же ее делать. Вам интересно? И первым делом сейчас мне надо оформить верхушку. Я беру стразовую цепочку и смотрю, сколько же мне надо для оформления. И подрезаю. Таких мне понадобится минимум 3 штуки. 3 или 4 это зависит от высоты колпачка. Я пока сделаю 3, а потом примерю и посмотрю, если мне надо добавить еще. Я вот так вымеряю одну, и по ней я режу еще 2 штучки. В воскресенье будет в телеграм-канале прямой эфир по этой юле. Чуть позже сообщу время точное, чтобы все могли присутствовать, чтобы могли меня и на YouTube-канале смотреть,
И так как для России YouTube канал сейчас во многих местах не работает, будет прямая трансляция. Постараюсь сохранить. У меня подготовлены материалы, и сейчас буду подклеивать верхушку. Теперь я беру универсальный клей, у меня это уху, и наношу вот сюда. Я наношу достаточно много, чтобы у меня все подклеилось. Вот так все у меня тут в клею. Так, клей убираю. И так, где у меня тут была лицевая часть, вот она. И подклеиваю стразовую цепочку. Это все можно подклеить вместе, но у меня уже настолько все идеально получается, что я подклеиваю сразу на юле. Вот здесь я все края совмещаю, чтобы все звенья у меня были как бы одинаково в ряд смотрели. И вот я так все прохожу по кругу. Теперь беру еще немного клея, между ними вот так наношу клей, и чтобы склеить все края. И совмещаю все. Вот так вместе затягиваю. Все, конечно, выравниваем. И оставляем подсушиться. И пока верхушка у меня сушится, так, попробую ее вот так, да. Я обработаю нижнюю часть. Я беру и делаю надрезы вот здесь, где филигрань, не до конца, а вот именно только вот эти вот так разделяю их. Все 4 стороны. Можно было это делать, конечно, заранее, но оно бы мешалось, вот эти все части, как бы между собой. Так, и вот 4-я часть. И теперь распределю свою филигрань именно по сторонам, где у меня идет лента. Вот. И она у меня будет подклеена вот таким образом. Сначала подклеиваю там 2 части, одну, вторую, а затем накладываю уже 2 остальные. Можно делать путем как бы одна на другую, но так будет лучше. Хотя они у меня тут так хорошо легли. И вот вы видите, что получается. Сейчас я все это подклею. Ну вот я уложила 2 части, и теперь придерживаю, беру клей, наношу на вот эту часть, даю немного постоять, чтобы у меня случайно нигде ничего не потекло, и вот так ровненько прижимаю одну часть. Так, не зацепить бы верхушку, все идеально там. И вторую часть вот на вот эту среднюю часть с той стороны, и вторую часть прижимаю, даю закрепиться, и затем прикреплю вот эти части. Я придерживаю и также пинцетом вот так вот края, немножко их как бы скругляю и даю закрепиться. У меня подклеились вот эти части, и вот эту вторые части я чуть-чуть вот так пинцетом беру и подкручиваю вот боковинки. И также приклеиваю. Беру клей, наношу на серединку вот сюда. Так, с одной стороны и с другой стороны. И прижимаю. Даю полностью закрепиться. Чтобы не держать, можно вот как я закрепить это все иголками и оставить, чтобы все закреплялось. И у нас получится вот такая нижняя часть, очень аккуратная и интересная. Ленту обязательно прятать под филигрань, чтобы не было так, что она у нас вот здесь где-то торчит. Все всегда должно быть закреплено. Лента у нас закреплена здесь, и лента у нас закреплена здесь. Нигде уже ничего не отойдет. Теперь я буду оформлять боковинки. Так, кстати, забыла уточнить. Цепочку я использую 2,5 мм. Я беру клей и начинаю сверху. Наношу достаточно много клея. И вот сюда клей, чтобы подклеить вот эти наши части вместе. Так, где моя подставка? Вот моя подставка.
И одну часть, и вторую цепочки. Так, теперь совмещаю все, придерживаю пальчиком. Вот здесь все выравниваем и пододвигаем к верхушке. Все совмещаем вместе и даем закрепиться. И когда у меня верхушка закрепилась, я раздвигаю цепочки по 2 стороны и подклеиваю остальную, как бы на остальную ленту. Наношу клей. Клей наношу в середину, но наношу достаточно много. На края не наношу. Теперь совмещаю цепочку, оставляю 1 миллиметр, и теперь пальчиками вот так все совмещаю вместе. И все получается идеально. Снова беру клей, вот наношу на середину, совмещаю цепочки вместе и соединяю. Теперь я вот таким образом выравниваю цепочки и смотрю, сколько же мне цепочки надо, чтобы все здесь задекорировать. Я всегда отрезаю на одну цепочку, на одну вот эту цепочку на 1 страз больше, чтобы, если что, можно было туда-сюда варьировать. Ну, вот здесь я отрезала. Здесь я буду располагать цепочку вот так по обе стороны от филиграни. Сначала идет вместе, и тут немножко будет расходиться вот таким треугольником. Сейчас покажу это, как это выглядит. Так, надо почистить носик. Наношу клей вот на середину и вот здесь немножко по краям, чтобы полностью подклеить цепочку. Сначала вот так. Вот так. Все совмещаем. И вот здесь у нас она будет расходиться, чтобы у нас было как бы продолжение вот этого треугольника. Все выравниваем. И вот что должно получиться. И так обрабатываем все стороны. Мои стороны обработаны, и теперь мне надо обработать верхушку. Обычно я использую вот такие каплевидные стразы, но так как здесь у меня верхушка маленькая, я буду использовать круглые стразы. Они у меня кристалл белого цвета, так как стразы вот здесь такого же цвета, поэтому вполне мне подойдут. И я наношу на верхушку вот так полностью клей. Достаточно много клея наношу. И просто подклеиваю их по всему диаметру. Также клей наношу на край цепочки, чтобы подклеить стразы. И просто заполняю все пустые места. И верхушка получится у нас красивая и аккуратная. Все пальчиками вот так выравниваем, придавливаем, и все у нас аккуратно. Для верхушки я использовала 16 номер, но обычно я беру 20, когда верхушка побольше. Нижнюю вот эту часть филигрань я буду использовать вот такие стразы. Они у меня 6 на 10 миллиметров и Е6000 клей. Так, сейчас вернусь к вам. Ну вот, клей я открыла. Как вы заметили, я использую разный клей. Да, я уже приноровилась и знаю, какой клей лучше для чего работает. Наношу клей и вот этим носиком вверх подклеиваю именно вот в эту канавку, которая у нас образовалась. И теперь по обе стороны также наношу клей и подклею еще вот еще 2 стразины. Вот таким образом. И у нас образуется такой красивый уголок. Оформляем все остальные части. Вот, решила показать поближе, что же у нас получается. И продолжаем работу. И вот такая красивая нижняя часть у нас получается. Оригинально, согласитесь?
И пока у меня юла подсыхает, расскажу про бантик. Бантик я шила из ленты 1,5 сантиметра и использовала шаблон 9 сантиметров. Напомню, что юла у меня 8 сантиметров, будем считать, 83 миллиметра. И теперь подклею бантик. Пистолет у меня нагрелся, наношу достаточно много клея. И подклеиваю бантик, как бы сверху вниз подклеиваю. И теперь вот так зажимаю, чтобы нижняя часть бантика подклеилась плотно. И даю закрепиться. Буду использовать вот эту филигрань, уже знакома многим. Размер филиграни 80 миллиметров на 35 миллиметров. И вот эту нижнюю часть буду подгибать. Я подкладываю вот так пальчик под низ и загибаю. Получается вот такой вот угол. Этот угол идеально садится на заготовку. И теперь верхнюю часть также пальчик, и вот таким образом должно получиться вот такая вот штучка. Укладываю филигрань, чтобы вот этот край полностью упирался именно в заготовку. Так, все ровно вот так выставляю и придерживаю как бы пальчиком вверх. И начну пришивать снизу. Я уже убедилась в том, что юлы лучше пришивать снизу, чтобы вот здесь полностью все у нас прилегало. Так, я спрятала узелок под филигрань. И теперь вот эту нижнюю часть несколько раз провожу ниткой туда-сюда. Прямо иголкой невозможно через филигрань пройти, поэтому приходится ее как бы маневрировать. Теперь я из-под низу снова иголочкой подлезаю и выхожу в другом месте, чуть повыше, вот здесь. Снова делаю закрепку как бы, вот, и еще раз чуть повыше. Вот мне надо выйти вот здесь. С первого раза может не получиться, но обязательно получится. Так, не проходит. Ну, пускай будет вот здесь. Главное передвигаться вверх постепенно. Вот. И таким образом я пришиваю филигрань. Теперь я могу пальцем вот здесь все придержать и проходить дальше. Постепенно пришивать. Многие там спорят, пришивать, не пришивать. И так будет хорошо держаться. Возможно, просто клеем приклеить, но так как я делаю игрушки на заказ, я лучше подстрахуюсь и пришью и приклею. Вот оно у меня как бы сейчас будет пришито. Затем, когда я ее буду приклеивать стразы, это все приклеится еще и со стразами. Потому что многие говорят, можно приклеить на хороший клей и ничего не отвалится. Да, можно приклеить на клей, не отвалится, не спорю. Но если вы еще загружаете филигрань стразами, то она становится более тяжелая, и это все может отвалиться. Если вдруг вы пересылаете игрушки из одной страны в другую, холодная и теплая погода, это может сыграть вам как бы не на руку. И камни смогут отвалиться, если вдруг попадет в такое вот теплое, горячее. Вот, поэтому лучше подстраховаться. Так, я пришила филигрань. Иголку можно теперь куда-то вот нитку спрятать вниз. Так, все у меня цепляется. Вот, я спрятала. И теперь из-под низу я подрежу нитку, и ее совсем видно не будет. Все. Вот таким образом. Декор на филиграни можно делать разный, но я буду использовать вот такие стразы 15 на 8 и вот такие 6 на 10. Таких мне понадобится 7 штук, а таких мне понадобится 2 штуки. И затем заполню остальные пробелы вот такими маленькими тоже 5 на 9. Снова у меня в работу вступает клей Е6000. Зубочистка. И здесь я наношу достаточно тоже много клея, чтобы подклеить первый страз. Вот он. Клей достаточно такой густой, поэтому можно сразу наносить стразы. Никуда ничего не плывет.
но тоже надо с ним научиться работать. Первое время мне он очень не нравился, вот, но затем я уже приноровилась, и у меня, как бы я с ним подружилась. Наношу клей. Поворачиваю игрушку, чтобы мне было удобно работать. Здесь на боковинке я буду использовать каплевидные стразы. Все ровненько устанавливаю. И пока у меня тут все свежее, сейчас буду все добавлять стразы и выравнивать. Если вы начинаете работу со стразами, надо делать это сразу, потому что если потом все это высохнет, вы уже ничего не поправите и ничего не отдерете. Просто все будет мертво держаться. Вот эти стразы устанавливаю чуть повыше уголком, чтобы заполнить все вот эти пустые места. Вот. Также поступаю с верхней частью. Следим за тем, чтобы у нас все ровно тут устанавливалось. Вот что получается. Теперь в ход идут вот эти плоские стразы с плоским дном. Буду я их заполнять, вот эти пустые места, чтобы у меня выкладка выглядела более так богато и достойно. Вот таким образом. Острием вовнутрь. И добавляю еще между ними еще по стразине, чтобы не было пустого места. Все, конечно, поправляю. Вот, и теперь приступаю вот сюда. Тоже надо все заполнить, чтобы у нас не было вот этих пустых мест. Да, вы скажете, что страз много уходит. Это действительно так. Я покупаю большими упаковками. Сейчас жду посылку от Виктории. Посылка 30 килограмм. Будет много красоты. Я даже не знаю, как делать распаковку. Наверное, буду делать распаковку частями. Потому что очень много всего в разных цветах. Конечно же, хочется все показать. Поэтому, скорее всего, именно так и будет. Она мне подбирает полностью пакет целый для работы. Это и стразы, это и ткани. Ткани идут и бархат, и шелк, и другие ткани. Все стразовые цепочки, лента с петельками, ну и многое другое. И вот так я как бы продолжаю работать. Все это идет очень медленно. Если некоторые думают, что это вжик-вжик и все получилось. Это я выучила новое слово вжик-вжик. Вот очень нравится. Вот, и поэтому, да, работа кропотливая и идет очень медленно. Вот вы видите, как я тут все заполняю. И филигрань приобретает такой новогодний красивый вид. Вот, мне осталось еще вот тут страз. И еще один. Так, тут еще чуть-чуть клея. Так, клей я убираю. И сейчас надо сразу все просмотреть и все выровнять. Обязательно. Потом вы уже ничего не выровняете. Вот я беру пинцет и все ровненько вот так все
выравниваю, если даже где-то у меня что-то неровно. Вот, все у меня красиво, ровно. И вот что у меня получилось. Теперь мне осталось подрезать бантики. Бантики я всегда оставляю, можно сказать, на десерт. Так, одна сторона и вторая сторона. И вот что у меня получилось. Моя юла готова, и мне очень нравится полученный результат. Во-первых, вот такой низ получился очень оригинально и симпатично. И верхняя часть. И идеально мне подходит к другим игрушкам. Так, сейчас достану. Вот, если вдруг надо будет какой-то комплект, вы посмотрите, как красиво все смотрится. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. И напоминаю, что прямая трансляция по Юле будет в воскресенье в телеграм-канале в 11 утра по Америке. Это получается 7 часов вечера по Москве. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.